Здравствуйте, друзья! Спецоперация Путина, видимо, настолько идет по плану, что Россия уже умоляет о переговорах буквально всех, кого только можно. Путин призывает к переговорам в своих выступлениях. Путин передает просьбы о переговорах через политиков из других государств. Путин требует переговоров через членов своей команды и представителей своего окружения. О важности переговоров для России орут пропагандисты на всех государственных телеканалах. О демилитаризации, денацификации вообще уже никто не вспоминает. Эти слова даже никто не произносит. Теперь целью войны объявляются просто переговоры и подписание какого-то перемирия с фиксацией оккупации захваченных украинских территорий. К примеру, бывший президент России Дмитрий Медведев, который в последнее время превратился в такую карикатуру на самого себя, в своем телеграм-канале прямо пишет, что Россия будет уничтожать и разрушать нашу гражданскую инфраструктуру, бить по нашим электростанциям до тех пор, пока Украина просто не согласится признать аннексию нескольких наших областей России. Покупка киевским режимом электроэнергии в Словакии приведет к дальнейшему росту цен на энергоносители как для европейцев, так и для украинцев, но не даст желанной стабильности в работе энергосистемы Украины. Путь к стабильности энергоснабжения иной. Надо признать правомерность требований России в рамках СВО и ее результаты, отраженные в нашей Конституции. И тогда со светом наладится, пишет Медведев. Результаты в Конституции – это, понятное дело, аннексия нескольких наших областей. То есть Медведев совершенно открыто в своем телеграм-канале пишет, что настоящая цель ударов по гражданской инфраструктуре Украины – это просто террор. Это террор, задача которого вынудить Украину отказаться от своих территорий. Ни о каких высоких целях, типа там борьба с фашизмом или защита русскоязычного населения, уже даже такой фрик, как Медведев, не пишет. Уже, как видим, открыто признается, что настоящая цель вот этой атаки на Украину — это просто банальное ограбление страны. Задача России просто банально оттяпать часть наших территорий, а затем вынудить нас это признать. Причем это совершенно открыто уже признают и российские пропагандисты. Например, на канале НТВ тоже уже совершенно открыто говорят, что удары по нашей энергетической инфраструктуре — это такое принуждение Украины к переговорам. Вот у нас, ребята, остался там месяц до наступления зимы, до холодов. Значит, мы сейчас свою военную операцию ведем вот так, в том числе наносим удары по энергетической инфраструктуре. Обратите внимание, на самые важные, на самые критические из критических объектов мы ничего не сбрасываем. Пока. Значит, ребята, вот это действительно наше последнее предупреждение. Давайте мы сядем с вами за стол переговоров. Если вы уже этого не понимаете, то тогда вот с окончанием осени и наступлением зимы тогда действительно Украина перейдет на темную сторону. Никто в России уже и не скрывает, что российская армия оказалась абсолютно слабой и никчемной, что она ничего не смогла сделать с вооруженными силами Украины. Единственное, что в связи с этим России остается, это просто террор мирных жителей. Ну да, вот тех самых мирных жителей, которых Путин, помните, называет одним народом с россиянами. В основе своей русские украинцы — это, по сути, один народ. Здесь это исторический факт. При этом сами же пропагандисты признают, что эти варварские удары по гражданским объектам не помогают. И никто с ними за стол переговоров все равно садиться не спешит. Наши удары по энергетической инфраструктуре Украины — это эффективно, и это работает. Но работает это с точки зрения отсутствия где-то электричества, но пока не работает с точки зрения изменения сознания, принуждения к переговорам, людей, принимающих какие-то решения в Киеве. Удивительные люди, конечно. То есть, с одной стороны, они признают, что террор мирного населения реально никаких результатов вообще не приносит, никак это все не работает. Понятно почему, потому что на боеспособности украинской армии верные отключения вообще никак не сказываются. Это приводит только к ожесточению военных. Да? Точно так же и мирное население, поверьте,
Любить Россию больше не стало после ударов по гражданской инфраструктуре. Наоборот, ненависть к России только усиливается. И никто не собирается здесь сдаваться или идти как-то на поводу. То есть, с одной стороны, они это видят и признают, как мы видим. С другой стороны, они требуют еще сильнее бомбить по электростанциям. Вот тогда-то точно поможет. Знаете, если не 10 ракет, а 20. Вот запустить, все, тогда, значит, совсем ситуация поменяется. Хотя, странно, ну вот они же тоже там историю учили. У них есть культ вот этот там Великой Отечественной войны. Да, и они же знают, вот блокада Ленинграда. Ну, устроили гитлеровцы блокаду Ленинграда. Ну, морили они голодом людей, долго морили. И чё? Это им вообще как-то помогло? Ну, казалось бы, все очевидно, а они не понимают, да. То есть, понятно уже, по-моему, ну, всем, ну, у кого есть какие-то мозги, понятно, что идиотская, вот эта абсолютно безумная война, все, зашла в тупик. И сам Путин уже не понимает, как из этого тупика выходить, что ему делать. Уже он даже не говорит, что спецоперация идет по плану, потому что понятно, что это абсурд. А выхода и нет. Понятно, почему такая обстановка, потому что выхода из ситуации, хороших выходов для России не существует. Думать нужно было раньше. А сейчас все уже поздно. Уже они завели ситуацию в такое состояние, что для России не осталось хороших сценариев. И чем дольше они тянут, тем больше они вот это вот там еще какие-то ракеты, еще угрожают какими-то новыми бомбежками, тем сильнее они Россию загоняют в тупик, из которого не будет выхода. Тем сильнее они заводят ситуацию в точку невозврата. Все россияне должны сейчас это понимать, и в принципе, как мы видим, до многих уже стало доходить. Подписывайтесь на канал, друзья, потому что здесь звучит правда о том, что происходит в Украине.